Всем привет! Вы на канале Diva Bags, и это канал о вязании крючком. В этом видео я поделюсь с вами, как украсить вязаную сумочку интересным аксессуаром, вот такой двойной кистью. Такую кисточку вы сможете изготовить из любых материалов, из трикотажной пряжи, шнура или рафии. Я буду использовать джут Халва S. Это вот такой двухниточный джутовый шпагат. Более подробно о нем я уже рассказывала в своем видеообзоре всей джутовой коллекции халва от пряжи Центр. Подсказка с этим видео в правом верхнем углу. В описании под видео оставлю ссылку на сайт, где заказываю такой джутовый шпагат, и там же пропишу промокод на скидку 5%. Из инструментов нужна будет рулетка или линейка. Также нужны будут вот такие бусины, 2 штуки. Обратите внимание на диаметр их отверстий. Сюда должна проходить нить в 2 сложения. В принципе, можно обойтись и без бусин. Нужны также будут ножницы, игла с толстым ушком, либо крючок в соответствии с пряжей. У меня номер 3. И любое кольцо, разъемное или нет, значения не имеет. Теперь приступаем к работе. Для начала нужно отмерить шпагат длиной примерно 2 метра. Отмеряем. И закрепляем один конец нити на кольце. Просто завязываем здесь 2 узла. Вот так. Теперь необходимо скрутить витой жгут. Для этого я надеваю кольцо на ручку балконной двери и начинаю скручивать шпагат по всей длине, в ту сторону, в которую он скручен. Делаю это до тех пор, пока нить не начнет перекручиваться, образуя в произвольном месте залом. Дальше фиксирую середину и складываю нить пополам. Даю жгуту скрутиться в ту сторону, куда он стремится это сделать. Вот так получается. Теперь вот этим скрученным концом жгута прохожу через отверстие первой бусины. Вот так. И этим же концом через отверстие второй бусины. Теперь нужно завязать узел, с которого начнется кисть. Оставляю свободный край примерно 15-20 см и с другой стороны от бусины завязываю первый узел. Это будет начало первой кисточки. Вот так. Дальше точно так же завязываю второй узел для второй кисточки. Между узлами оставляю расстояние примерно 35 см. Отмеряю это расстояние и завязываю. Кольцо здесь снимаю. Вот так получается. Одна кисть у меня уже готова. Вот так выглядит. Я подровняла все нити до одной длины. Теперь на примере второй кисточки покажу, что необходимо сделать. Сначала нарезаем 30 полосок шпагата длиной 30 сантиметров. Если хотите сделать кисть пышнее, чем у меня, берите большее количество отрезков. Дальше я отпарила их утюгом, чтобы выпрямить по всей длине. Теперь визуально нахожу центр и вот здесь после бусины между двумя нитями накладываю центр отрезков и фиксирую 2 узлами.
Сначала завяжите узелок послабее. Проверьте, правильно ли вы расположили центр. Если нет, поправьте. Затем затяните первый узел и завяжите еще один, как можно туже. Дальше расправляю все нити, формирую головку кисточки. Нити держу левой рукой, а правой рукой беру новую нить, примерно 60 сантиметров. Оставляю небольшой хвостик вот здесь сверху, около 10 сантиметров. Снизу формирую петлю и начинаю огибать кисть вокруг. Так делаю примерно 5 полных оборотов. Не забывайте при этом подтягивать нить, чтобы все было плотно. Теперь в петлю протягиваю оставшуюся часть нити и затягиваю петлю, тяну вот за этот хвостик сверху. И узелок увожу под вот эти обороты, внутрь, вот сюда. Аккуратно подтягиваю, прячу таким образом узелок. Вот так получается. Если где-то нужно подтянуть какие-то нити, снизу найдите их и подтяните, расправьте. Теперь вот эту нить нужно спрятать. Берем иглу либо крючок. Мне удобнее это делать крючком. В произвольном месте вставляем крючок вовнутрь. Выводим его рядом с нитью, подхватываем ее и уводим вниз к остальным нитям. Вот так. И, ориентируясь на длину готовой кисти, ровно подрезаю вторую кисть. Вот такая двойная кисточка у меня получилась. Мне кажется, она украсит любую летнюю джутовую сумочку. Если видео вам понравилось, буду рада видеть ваши пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а больше полезного найдете вот в этом плейлисте. Переходите по подсказке. Приятного вязания и до новых встреч!